Конечно, ребятки, добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня, наверное, впервые за много-много видео я скажу: уберите детей от экрана. Дело в том, что буквально совсем недавно я исполнила очередную мою мечту. Ну, как не сказать, что именно это было моей мечтой, но вы знаете, что я являюсь большим поклонником группы «Рамштайн». И, конечно же, нашего легендарного вокалиста, сонграйтер, актера и еще много кого. Тиля Линдемана. И недавно я взяла, все бросила и поехала в Мюнхен к нему на концерт. Вот так вот. Я, ребята, 10 лет не была в Германии, и вот этот год я почему-то постоянно думала о том, что очень хочу уже наконец слетать в Германию, посмотреть, что там, как там без меня было эти 10 лет. И я решила мою поездку связать с этим замечательным событием и попасть на концерт к Тилю Линдеману. Ну, конечно, я могла бы слетать в Барселону, в принципе, или в Мадрид, но... Германия — это, конечно же, особый шарм. Это родина Тиля, группы «Рамштайн». И, ребята, сегодня... Вы уже убрали детей от экрана? Сегодня я хочу поделиться с вами моим абсолютно честным мнением о концерте. Это будет такого рода видеообзор, поэтому берите чайки, кофейки и, как говорится, подходите скорее к экрану. Музыкальная армия! У меня тут черный чай с лимоном. Лимон был в сахаре, короче. Знаете, вот этот прикол, когда берешь, режешь лимон, его засахариваешь в стаканчике, а потом берешь, когда тебе надо. Это просто офигенный лайфхак. Пользуйтесь на здоровье. Капец вкусно, просто. У Тили есть достаточно много разных песен, которые мне нравятся и по звучанию, и по тексту, и, в общем-то, я решила, что даже те песни, которые мне не нравятся, если они будут на концерте, ну окей, то есть хорошего все равно будет больше, чем плохого. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Сейчас давайте прям подробно разберем все плюсы и все минусы, которых было Очень даже немало. Я подозревала, ребят, что народу будет очень много, потому что весь этот концерт, он проходил в таком заведении, которое называется Олимпия Парк in Мюнхен. Это, короче, такой огромный зал, где проходят разные мероприятия, вот в том числе и концерты. Я даже до сих пор сама не могу вот посчитать примерно, сколько было людей вообще на концерте. Я буду вставлять где-нибудь, ребятки, вот здесь вот видосики с концерта, чтобы вы могли вообще представлять, как это все выглядело. Сам концерт начался он в 20:00, и я поехала туда сильно заранее, потому что у меня были такие места, которые, знаете, они не совсем у сцены, но вот, короче, вот эта зона у сцены, и сразу за ней, то есть чуть-чуть подальше, уже была моя зона. И я понимала, что если я не приду пораньше и не встану поближе, то я ничего не увижу вот вообще, потому что зал огромный. Когда я покупала билеты, уже было продано очень много билетов, и я понимала, что мне надо быть очень заранее, если я хочу вообще что-то увидеть и услышать. Ну, услышать, наверное, издалека тоже можно, но, в общем, вы поняли. Я выехала где-то 4:30, и где-то в 5, в начале 6 я была уже у входа. Уже была толпа, я быстренько к ней примостилась. О, привет! О, привет! Там были уже ребята, которые были очень навеселе. В воздухе стоял постоянный запах сигарет. Там был какой-то один чувак, который уже, ну, так накидался, что я постоянно отходила от него, чтобы он случайно меня не задел, потому что он был слишком веселый. Очень многие ребята, кого я видела в толпе, все были то в мерчах, то в каких-то с какими-то логотипами Рамштайн. И, кстати, очень многие были с логотипами именно Рамштайн, а не самого Линдемана. Мне кажется, что вот люди, которые ходят на их концерты периодически, там, которые были не первый раз, они скучали по концертам Рамштайн, и так как их просто сейчас нет, они, наверное, думают: Блин, ну я хотя бы на Линдемана схожу. вот у меня такое впечатление почему-то сложилось, не знаю. Потому что, ребята, все-таки надо признать, что Тиля любит в первую очередь за Рамштайн, и уже потом за его какие-то сольные проекты. В общем, я заняла свое место в толпе и начала ждать. Если честно, ожидание было очень утомительным, очень длительным, то есть где-то прям часа 2
2,5 просто на одном месте, мы все там простояли. Толпа просто увеличилась вот на глазах просто. В какой-то момент я поняла, что я уже не вижу конца толпы, и это означало, что народу уже очень много. Когда пробило где-то 19:30, постепенно нас начали запускать, то есть хорошо, что было много дверей, потому что если бы была одна дверь, я не представляю, как бы вся эта толпа туда ринулась, они бы все подушили, наверное, друг друга. Было где-то 4 двери, насколько я помню. Вышли, короче, ребята, и у этой двери стоял человек, который пикал те билеты. Там нужно было скачать специальное приложение, там зарегистрироваться, и билеты пришли где-то за 24 часа до концерта. То есть не сами билеты, а вот этот вот QR-код, который они сканировали. Тоже такая странная, короче, система. То есть ты покупаешь билет, и у тебя его еще пока что нет. Он потом только появляется, вот этот доступ входа в этот зал. Может, я просто не хожу по концертам, может, это давно так, ребят, дайте знать, короче. Но для меня это было что-то новенькое. В общем, где-то 7:30 нас начали пикать, также были ребята, которые обыскивали, и вот тут тоже, ребята, первый спорный момент, то есть всех обыскивали, ну вот очень так себе. То есть я напоминаю, что это Был ноябрь, был 25 ноября, и в Германии уже холодно в эту дату очень, это уже, считай, зима, тем более ветер, и это я все к чему? к тому, что у всех куртки очень плотные. Куртки, шапки, то есть сама по себе одежда, она уже такая, она зимняя, она не тонкая, то есть ты Не просто в платьишке пришел, где, в принципе, там у тебя все видно, да, что ты с собой принес, что не принес. И нас обыскали, ну вообще вот так вот чуть-чуть потрогали, чуть-чуть штаны. Короче, я к тому, что принести с собой на концерт можно было все, что угодно, и меня это немножечко напрягло. Потому что там кого-то чуть-чуть обыскали, кого-то так вообще пошлепали, похлопали и проходи. К сожалению, ты не чувствуешь себя там безопасно, учитывая всякие события, которые происходят во всем мире, да, не будем, конечно, о плохом, слава богу, что все было хорошо, но, да, ты не чувствуешь себя в безопасности. Охрана должна охранять и проверять досконально всех, кто проходит в это здание. Когда меня пропустили, я начала сразу искать, где мое место, а там, ребята, такое огромное помещение, и там как-то я не заметила никаких указателей, куда нужно вот сейчас бежать, и я просто побежала за толпой. Сначала я вообще не туда побежала. А как такое может быть? Потом я спросила у охранников, показала мой билет, типа, куда бежать, они сказали, вот туда, короче, я бегала, ну и в итоге прилетела я одна из первых на свое место, я стояла прям, получается, у ограждения. То есть, получается, смотрите, какая схема, сцена, потом люди с более дорогими билетами, которые прямо у сцены, получается, вот эта вот зона, и сразу за ней было ограждение, и уже там я стояла. То есть я была не где-то в толпе среди людей, я прям была вот... Ну, хорошее у меня место было. Я его заслужила, я его выстояла 2,5 часа. Я прилетела. Я не могу, я была так счастлива, Это невероятные эмоции, когда ты понимаешь, что вот-вот твоя мечта сбудется. Мне вообще не верилось, что я сейчас увижу, ребята, Тиль Линдеманна вживую. Не буду здесь рассказывать долго, насколько на меня вообще повлияла группа «Рамштайн», сама фигура Тилли Линдеманна. Это классная история, да, вы ее все прекрасно знаете, а если не знаете, я оставлю ссылочку. В общем, я стояла вся в предвкушении, но у меня была куртка, и вроде бы как там был гардероб в этом здании. Но, ребята, мне так не хотелось тратить время, я так хотела стоять одной из самых близких вот людей к сцене, что я, короче, эту куртку просто сняла с шарфом, так вот скомкала, и хотела повесить ее на вот это ограждение, а там стоял чувак, который охрана, получается, чтобы никто не перелазил через эти ограждения, и там стояло несколько чуваков, охранников, и он мне говорит, нельзя вешать куртку на ограждение. Я говорю, куда мне ее деть? Он говорит, вниз в ноги. Ну, в общем, потопталась я там по моей куртке, конечно, конкретно, и по шапке. Я так ждала начала концерта, оставалось там уже несколько минут буквально. Я очень сильно захотела пить, и я смотрю, там ходят, короче, такие тетечки специальными, такими у них там как-то на спине. Я не знаю, как это называется, короче, как-то к спине привязаны, вот тут вот такая штука, где стоят различные напитки. И я говорю, мне воду, пожалуйста, а я смотрю, там у нее одно пиво, а я пиво вообще, не любитель, не пью. И, знаете, короче, у нее там, допустим, 10 стаканчиков с пивом и буквально там 2-3 с водой. Короче, я ухватила этот стакан со своей водой. Это самая дорогая вода в моей жизни. 8 евро. Дискомфорт!
за воду стакан воды. Но, ребята, этот стаканчик остался у меня. Я восприняла этот стаканчик как мерч, который я заберу с собой после концерта. Буду на стриме из него воду пить, короче. Глоточек чаечка. Идем дальше. Начался концерт в 20:00. Кстати, надо отметить, молодцы, не опоздал никто, но первая группа была группой разогрева, и это были ребята Aesthetic Perfection. До этого, ребят, я про них ничего не слышала, не знаю, но мне очень понравилось выступление. Очень классно, очень четенько, шикарный звук, харизматичный вокалист, классная гитаристка. Если, короче, не слышали, то обязательно загуглите. Ну, музыка на любителя, сразу скажу, не всем зайдет. И я потом, после концерта, начала их гуглить, и я поняла, что они вживую мне в разы больше понравились, чем на записи. То есть, вот, представьте, вживую я послушала их, я кайфанула, а начала слушать в записи, мне не зашло. Вот так бывает. Для них специально оборудовали сцену, то есть сцена для разогрева была другой. Она была как бы на том же месте, но она вообще по-другому вообще выглядела, намного проще, намного как будто даже меньше. Единственное, что, ребята, было ужасно, это очень длительная разогревающая эта программа. То есть как у меня в голове выглядит группа для разогрева? Максимум, ну 5 песен максимум. Вообще в идеале, я считаю, 3-4 для разогрева достаточно. Вот они сыграли песню, и ты думаешь, Все, сейчас стиль выйдет, точно, сколько можно ждать. постоянно ты вот в этом ожидании, а их выступление все не заканчивается, и не заканчивается, и не заканчивается, и не заканчивается. И уже реально начала поднадоедать. И я уже слышу голоса людей вот между песнями, что типа сколько можно, а вокалист еще постоянно. Вы ждете Тиль? И все такие... И дальше песню, короче, начинает петь, и вот это меня лично очень прям подбешивало, то есть каждую песню я ждала, что это последняя песня. Первые 2 песни, которые они отыграли, я была в восторге, 3-ю я думала, что она заключительная, по ощущениям песен 7, то есть это почти, какой-то полуполноценный сет. Ну, хотел сказать... Ребят, ну это не ваш концерт. Ну, мы пришли сюда к Тильчику, все. Они закончили где-то, минут 45 они точно играли. Когда они закончили, все им поаплодировали, начали ждать. И мы тут думали, сейчас Рамштайн выйдут сразу. Ой, какой Рамштайн, господи. И мы еще, ребята, где-то полчаса, прям минут 30 ждали, пока они настроят сцену. Они настроили сцену, кстати, достаточно быстро. А потом просто мы начали ждать. Все начали им свистеть, мол, вы вообще не забыли, что сегодня концерт, так-то мы сюда на концерт пришли, а не просто постоять, так потусить. Я прям это почувствовала, вот это настроение, все начали им свистеть, напоминать, что мы здесь. Мы пришли. Ну вот, и потом заиграла музыка, и падает вот этот вот, как его, тряпка. Падает вот это вот, где написано было Kill Till. Кстати, прикольный момент. Немцы спрашивают, типа, немец, короче, подошел ко мне и говорит, а что там, типа, написано? Я не поняла, почему он решил, что я знаю кириллицу так, то, что там на кириллице было написано, я так тоже не поняла, почему. Ну и как бы я ему так в 2 словах объяснила, что это значит. И, в общем, эта тряпка упала, и началось шоу. Я записала мою первую реакцию, ребята, я сейчас ее вставлю. Это правда, это очень счастливый момент в моей жизни, я до сих пор вспоминаю прям с каким-то теплом. Ну что, пройдемся по песням, самое интересное, ребят, не помню в каком порядке там что было, давайте просто по песням, которые прям вот мне запомнились. Первая песня была песня Fat. Очень она внезапно началась. И когда упала эта тряпка, ребята, я поняла, куда я попала. Я вам честно скажу, до того, как поехать на концерт, я посмотрела пару видосиков, ну вот, с других концертов, и то ли мне попадалось не самое стрёмное, то ли мой мозг выбрал все это не замечать, но, короче, когда ты это все видишь здесь и сейчас, вживую, ты думаешь, куда я попала? Какой маразм.
что ли, еще будет? У меня была эта мысль на протяжении всего, ребята, концерта. Что такое? Кто это? Что такое? Как бы мне не нравился Тиль, как бы мне не нравился его голос, как бы мне не нравилось его творчество, то, что было на экране, это просто... Ну вот перечеркивала очень-очень многое в моменте. Я просто ловила себя на мысли, что я стараюсь на экран, ребята, не смотреть, потому что, ну, это мне, ну вот правда, не подходит. Мне это не подходит, я это не поддерживаю, мне это не нравится, но также как бы вот, знаете, сама атмосфера, там люди хлопают. Я просто похлопаю. Песни эти подпевают, и все как бы вот на одной волне, вот это ощущение какой-то сплоченности творческой, то есть все эти тысячи людей пришли к одному человеку, все как-то было очень дружно и тепло, несмотря на весь этот, который там творился. Песня Fat, ребята. Конечно, я не смогу вставить сюда кадры. Если вы хотите сами посмотреть, пожалуйста, ищите где-то там на ютубе. Короче, в чем прикол? Песня началась, и на экране появились голые, полные люди. И это было так кринжово, что я даже не знаю, какими словами это описать. Также на протяжении всего шоу были различные эти танцовщицы, которые танцевали свои самые разнообразные, откровенные танцы. Но это как бы мы опустим вообще. Хулиганы. Я смотрела на Тиля, ребят. То есть все шоу мне было приятнее всего смотреть на Тиля, потому что было настолько много вещей, которые осознанно хотелось вот как будто бы вычеркнуть из этого мероприятия, да, как будто бы мой мозг, он хотел сконцентрироваться только на том, что ему приятно, а все остальное, как будто бы это не с нами происходит. Я сейчас не говорю, ребят, что кто-то плохой, что кто-то хороший, и да, надо было, наверное, побольше посмотреть видео перед тем, как туда ехать. Кто-то мне сейчас скажет: Ну ты же знала, куда ты ехала. Знала, ребят, конечно, я знаю, насколько он может быть эпатажным, насколько он может просто плевать на всех и вся и делать то, что ему хочется, но тем не менее, вот когда ты едешь на концерт, который транслируется, и этот экран, и эти люди на сцене, это же все транслируется На многотысячную аудиторию. Ты как будто бы думаешь, ну ладно, клипы могут быть, так скажем, мягко, слегка откровенными, эпатажными, но думаешь, ну на концерте это все должно быть, ну более-менее, да? То есть я же не ждала от него какой-то святости и все такое. Мне просто казалось, что на концерте это все должно быть немножко... Ну, мне не нравится слово поскромнее, ну как бы более... Не знаю, какое слово сказать. Пусть будет поскромнее, да, наверное. То есть вот первая песня началась с того, что вышел Тиль, он классно выглядит, ему сколько, 62 года, скоро будет 63 или сколько ему там, 4 января. Да, помните, что у нас с ним рядом день рождения? Ну, короче, что ему за 60, и он прекрасно себя ведет на сцене, он отрывается, видно, что человек любит то, что он делает, и за этим очень приятно наблюдать. Он в своей стихии, он прекрасно себя чувствует на сцене. Es sollte Zeit sein und möglichst ohne Knochen. Und es muss frisch sein, dann braucht man es nicht kochen. Nein, ich liebe dich, ich brauche dich. Что мне очень понравилось, ребят, это чисто мое замечание как музыканта, что он классно поет вживую. Петь вживую — это очень непросто. Я посмотрела, как часто идут сейчас концерты у Тиля в рамках вот этого тура Meine Welt, и там концерты через день, а некоторые концерты каждый день. И я честно, я не представляю, какой это труд делать концерты через день. Я не представляю, какое нужно здоровье, я не знаю, на чем они сидят или не сидят. Надеемся, что не сидят. Будем надеяться, что все это любовь к творчеству и все вот эта энергия людей, которая вдохновляет его каждый концерт, когда он видит тысячи горящих глаз. Я надеюсь, что это и есть его допинг, но мы не знаем. Вывозить такой объем работы — это большой
труд. И за это от меня, как вот от музыканта, ему прям творческий поклон. Что касается музыкантов, которые там были, тоже вроде как я не слышала никакой откровенной лажи, хотя допускается на лайвах какая-то лажа, потому что, ребят, все мы люди, мы не роботы, идеально петь, идеально, концерты, которые через день проходят, тоже нереально, но лично я услышала очень классный уровень как игры на инструментах, так и его пения. Он попадал в ноты, он никакие слова вроде бы не забывал. В общем, от меня прям супер пятерка, 10 из 10 и все такое. Музыканты вели себя тоже очень здорово на сцене, все было так, вот знаете, четенько отрепетировано, все было организовано. Свет офигенный был, то есть тот человек, кто следил за светом, я не знаю, вряд ли это даже один человек, но все было просто вот идеально, просто отдельно отмечу звук. Шикарный звук, все разборчиво, но там стоят эти огромные колонки, мониторы. Мне очень понравилось. Прям как Дунуло, так и дунуло. Я, конечно, не представляю, каково было тем людям, которые стояли прям возле этих мониторов. С одной стороны, я даже рада, что у меня место было не у сцены, ребят, потому что там, наверное, просто оглохнуть можно. Я вот стояла как раз чуть-чуть подальше от сцены, и у меня звук был, ну вот прям классный, идеальный, то есть лучше даже вот не придумаешь. Там было множество занятых сидячих мест. Я не знаю, какой там был звук, но думаю, что тоже нормально. Ну, мне не с чем сравнить, так скажем. Знаете, если спросить меня, что больше всего мне понравилось на концерте, это звук. Вот правда. Положила руку на сердце. Офигенный звук. Сам концерт шел примерно 1,5 часа, плюс-минус. Также, что я заметила, что Тиль, он с аудиторией как-то, особо, с теми, кто стоял в первых рядах, он там чуть-чуть взаимодействовал во время песен, опять же. Но вот когда песня заканчивалась, гас свет, и у него есть такая фишка, он бросает, микрофон. А потом между песнями бегает чувак, который этот микрофон забирает и как бы ставит там на эту стойку. На стойке было, по-моему, 4 микрофона, если я не ошибаюсь, как бы вот он там их выбирал, брал и потом его бросал, и вот так вот по кругу. Такая у него фишечка. У меня ощущение, что если бы вот это не группа на разогреве, которую они возят с собой, вот сейчас в рамках этого тура, концерт показался бы очень коротким, потому что песни шли одна за другой, он никак не взаимодействовал с людьми. И если бы, мне кажется, было хотя бы там какое-то взаимодействие между песнями, какие-то разговоры, если бы он что-то говорил, это бы вот звучало все вместе более как-то полноценно, но это, на мой взгляд, полноценно. Я понимаю, что когда у тебя концерты уже 30 с чем-то лет, и когда у тебя тур, где у тебя концерты через день или каждый день, что ты там много наговоришь? Давайте вот по чесноку. О чем разговаривать, когда у тебя концерты через каждые 1,5 дня? Я не знаю. Вернемся к песням. Он спел почти все песни, которые я хотела услышать, среди которых «Und die Engel singen» — это прям одна из моих любимых песен сейчас у него, одна из моих любимых песен именно по звучанию, по всему, и вот они ее пели, и, конечно, вживую она звучала обалденно, я снимала себя, как я там отрываюсь, я вам сейчас где-то вот это вот ставлю. Потом я очень ждала песню «Sportfrei». Вот, «Und die Engel singen», «Sportfrei». «Sportfrei», кстати, очень классная песня, которую, опять же, извратили картинками на экране. Мне казалось бы, там что? Зачем? Зачем? У меня вот возникал вопрос часто на протяжении концерта, зачем? У меня появлялось чувство какой-то неуместности. Хотя кто я такая?
Потому что Тиль художник, он так видит, правда ведь? Ну, это мое мнение как посетителя концерта и любителя творчества. Очень понравилось, как они сделали песню Blood. Вообще обалденно, это все было в красных цветах, все мигало, и ребята на припеве пошел дождь на толпу, которая стояла прямо передо мной. Я посмотрела на чувака, который охраняет вот эти ограждения. Я думаю, где наш дождь? А он мне так посмотрел, типа, ну нету. Видимо, там вот эта зона, она была оборудована, чтобы прям вот над ними, в общем, это все падало. А нам не досталось, не уплочено было за билеты такие. Помню, что, ребята, билеты у сцены, которые они прям очень дорого стоили. Смотрите до конца, если хотите узнать, сколько стоили мои билеты. Мне очень понравилась Шваеш. Это одна тоже из таких для меня лично классных песен. Прозвучала тоже просто шикарно. Она еще, вы знаете, одно дело, когда ты слушаешь музыку в наушниках, вот вживую все звучало как будто бы еще ярче, еще тяжелее. Я фанат тяжелой музыки, и мне нравится, когда классно звучат ударные, то есть там они так бочку отстроили, рабочий, тарелки, вот все было в таком балансе идеальном, учитывая размеры всего этого заведения, этого мероприятия. Ну это опять я возвращаюсь к тому, что я была в восторге от звука. Реально сердце бьется в такт с ударными, с ритм секции, сердце подпевало Тилю. На тех песнях, которые мне нравятся. Ну, вот эти девушки, которые там плясали, танцевали. А я просто станцую. У них была очень такая яркая клавишница, конечно, они все были достаточно, мягко скажем, откровенно одеты. Ну, девушки красивые, стройные, и как, на удивление, вот те, кто были именно танцовщицами, они все были блондинками. Гитаристка там у него была брюнеточка вроде как. Как ни странно, в самом моменте это смотрелось как-то очень гармонично, что ли. Я даже готова простить все. Единственное все-таки, что я до сих пор не могу принять, это все, что показывалось на экране. Всего за весь концерт, наверное, было, может быть, 3-4 песни, где на экране было все ок. Остальные песни, то есть это явно больше половины концерта, это была откровенная... Как сказать, скажите, помогите, как сказать. Было очень много обнаженки, очень много гениталий. С крупным планом. Было много, так скажем, любви. Любви, Как это сказать? Господи, я никогда не снимал такие видео. Сначала чмоки-чмоки, потом чпоки-чпоки. Была всякая вакханалия, которая, я считаю, ну вообще. Sportfrei очень сильно тоже извратили вот этими видео на экране. Если я не ошибаюсь, это было там. С мячиком от боулинга. Ой, с мячиком от этого. Какого? Если бы это был мячик от боулинга, было бы еще жестче. Бильярдный мячик. Впрочем, это уже совсем другая история. То есть мой мозг, он не был на это настроен. И в какие-то моменты вот у меня появлялась мысль, Что он этим хочет сказать? какой смысл туда вложен. Но чем дальше продвигался концерт, я поняла, что смысла искать вообще в принципе не стоит. Надо попытаться насладиться песнями и смотреть только на Тиля, на музыкантов и никаким образом не смотреть на экран. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. И я, собственно, так и сделала, абстрагировалась, но я не хотела портить себе вечер, да, никаким образом, поэтому у меня получилось так сделать. Я считаю, что обнаженки, мягко скажем, и все, что за этим стоит, этого было реально многовато, и это было даже в песнях, в которых это было реально, на мой личный взгляд, да, не пишите мне там. Вот ты там такая сякая, обхитерила Тиля. Нет, просто на мой взгляд это было реально неуместным. Тиль мне нравится чем? Своими глубокими текстами. Например, я знаю, что у него есть 2 сборника, во-первых, с его стихами, и я знаю, что песни Рамштайн пишет он, и песни Линдеманн тоже пишет он. То есть, соответственно, это к чему мы все ведем? Что у него очень богатая фантазия, он затрагивает очень важные, я считаю, темы, самые разные. И когда
ты человека воспринимаешь вот через такую призму, то есть как очень талантливого, очень глубокого поэта-писателя, ты начинаешь задумываться. А что же смысл, какой он вложил в эти кадры на экране? Но потом ты вспоминаешь, что Тиль Линдеманн очень противоречивая персона, и, наверное, в некоторых моментах нужно просто, как говорится, понять и простить. Ну вот захотел он так и сделал. То есть, может быть, в этом нет сильно много смысла, и искать его не стоит. В целом, конечно же, ребята, в целом, если опустить все эти минусы, в целом концерт был очень ярким. То есть прям люди постарались над светом. Сцена была шикарная. Мне, кстати, понравилось, как сидел барабанщик. То есть они там были такие платформы, которые поднимались на протяжении концерта, потом опускались. Клавишница тоже была, ее там поднимали, опускали. Были такие еще столпы, на которых становились гитаристы и играли как бы с высоты, их там как-то привязывали, короче, классно. Очень понравился момент с песней «Platz 1». Тоже классная песня. Тиля засунули в такой огромный шар и пустили в толпу. Ну, там, конечно, с охраной это все. Я все ждала, что он в мою сторону приедет, но он был вообще на другой стороне. Короче, ко мне его не привезли. Еще мне очень нравится песня «Alles Фреса», но тоже, что сделали на экране, все как бы чуть-чуть впечатление это. Мне очень понравилось, как они сделали песню «Tanzlehrerin», то есть там была такая девушка, она была балерина, и эта песня прозвучала как просто расслабуха, на экране не было ничего, были какие-то очень красивые лучи, которые на сцене там это транслировались, тоже вставлю где-нибудь сейчас видосик. Ich war des Tanzens müde. Was nicht will, kann man nicht zwingen. Nein. Doch fing ich einfach an zu singen. Ich hab den zu ihr. И зал подпевал припев этой песни. Короче, я не подпевала, потому что я знаю, о чем эта песня. Но если не знать немецкий, ребята, песня просто шикарная. Когда люди подпевали эти песни, мне казалось, что они туристы, которые они не понимают, что они сейчас произносят. А может и понимают. Творчество оно такое. Свобода творчества. Очень классно прозвучала песня Altes Fleisch. Что еще очень сильно извратили? Извратили песню Skills and Pills. Это просто жесть. Когда я увидела, что на экране, мне захотелось отвернуться. Это уже был прям перебор, и я опять сильно сфокусировалась на том, чтобы смотреть на Тилли и на музыкантов. Но, ребят, как назло, этот экран, он был, блин, на ползала, и ты вот неосознанно, у тебя глаза туда попадали. И опять у меня возник вопрос, зачем? Этого настолько много, ну настолько много. Ощущение, что ты попал на какой-то, не на какой-то рок-концерт, да, а на какой-то порно-рок-концерт, вот если честно. И что самое ужасное, ребят, вот сейчас будет вообще трешак, мне казалось, я могу ошибаться, сразу говорю, что не факт, что это так, но мне казалось, что я видела на концерте несовершеннолетних подростков, потому что когда мы все заходили, там никто ни у кого не спрашивал паспорт. Ты пикаешь вот этот QR-код, который тебе приходит, и как будто бы запускали всех, кто вот пришел с этим QR-кодом. Но, ребят, я когда допустила мысль, что вот это все, вот я уже большая девочка, учитывая, что я уже большая, были вещи, которые даже, я считаю, не для всех взрослых людей подходят. Ну вот серьезно. Далеко не всем взрослым людям это нравится, и далеко не всем взрослым людям хочется на это смотреть, даже учитывая, как бы, что они взрослые. Но когда я увидела людей, которые мне показались несовершеннолетними, то есть совсем такими лицами, знаете, еще подростковыми. Но, ребят, я вам скажу, что
даже тем, кому 18 есть, я бы не рекомендовала идти на эти концерты. Как говорится, музыку слушайте и слушайте, но именно присутствовать на таких взрослых, откровенно взрослых мероприятиях, это далеко не для всех, и я даже бы вот второй раз, ребята, наверное, я бы уже не пошла. Насколько бы мне не нравилось творчество, музыка, на Рамштайн хочу сходить тоже, посмотреть, что там. Когда будет, надеюсь, поеду. Ну так вот, были пару таких моментов, когда мне казалось, что я вижу несовершеннолетних ребят. Я считаю, что это капец как неправильно. Я не знаю, как они это все делали, как они там... Вообще, были ли какие-то ограничения? Виноват ли Тиль, который не устанавливает возрастное вот это ограничение, либо виноваты вот организаторы именно мероприятия вот в Мюнхене, которые не поставили, что сегодня там мероприятие там строго 18+. Я не знаю, как это регулируется, ребята, но мне кажется, что вот это самое неправильное из всего, что там было. Я понимаю, что фанаты Тиля самая разная возрастная категория, то есть там были и молодые ребята, и прям совсем взрослые люди, прям пенсионеры, совсем-совсем пенсионеры, вот тоже они пришли кайфануть. Это, конечно, классно, все здорово, но я считаю, ребята, что на таких мероприятиях должно строго проверяться, сколько тебе лет, прям вот строго-строго. Я считаю, что если они пускают всех, кто купил билет, это просто пипец как неправильно. Вот насчет этого я очень, так скажем, радикального мнения, и я считаю, что это должно регулироваться обязательно. Давайте снова о хорошем. На концерте звучали такие песни, как «Übers Meer». Эта песня тоже одна из моих любимых. Кстати, я ее пою на стримах, приходите обязательно. Суббота, 19:00 по московскому времени, каждая суббота. Platz 1, и очень классно прозвучало «Ich hasse Kinder». Кстати, у меня на кружке написано «Ich hasse Kinder». Это неправда, это не про меня, но песня очень классная. И Вот знаете, это особое удовольствие услышать твои любимые песни вот в таком звуке. Короче, ребята, все сводится к тому, что больше всего мне понравилось две вещи. Это звук, ну и сам Тиль Линдеманн, потому что, ну, сам он не сделал ничего такого супер эпатажного, что я могла бы сейчас прокомментировать. Да, он такой, какой он есть, безусловно, и его, наверное, любят за то, какой он есть, очень разный. Мне иногда кажется, что это как раз-таки вот тот человек, в котором уживается несколько личностей, которым он всем этим личностям он дает свободу, потому что вот, ребята, я иногда думаю, человек, который, например, написал песню Zeit, не знаю, множество других хороших, которые мы любим, Мутер, например, и человек, который написал Golden Shower, и который вывел на экран такое. но я не знаю, как это возможно все в одном человеке. Ощущение, ребята, что он просто вот делает, что ему придет в голову. Сегодня у него такое настроение, завтра у него такое настроение. Сегодня он такую песню написал серьезно, а завтра он такую дичь выдал, понимая, что все равно к нему будут ходить на концерты, все равно его люди любят. У меня ощущение, что люди просто прощают ему все его какие-то шалости. Да со мной все нормально, просто я немножечко шалю. Все мы знаем, что Тиль очень эпатажная личность, очень громкая, не в плане голоса. Он очень громкий в своем творчестве, он очень смелый. И вот эта смелость, конечно, ей обладают, ну вот точно немногие. Тиля любят, Тиля ненавидят. Но, ребята, учитывая, сколько людей 1000 людей! пришло к нему на концерт даже просто в Мюнхене, это говорит о том, что люди все равно его любят, учитывая, какую дичь он порой творит. Вот такой вот у меня получился обзор, ребята. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите, что думаете об этом, обо всем в комментариях. Я постаралась быть с вами предельно откровенной. В целом, все равно, это такое событие в моей жизни. По сути, это такой первый большой прям концерт, тяжелый, именно тяжелый концерт. Я хочу взять из него только какие-то хорошие воспоминания, а все, что там, оставить где-то там. Но, наверное, второй раз я бы не пошла. Хотя, как говорится, Полина, не зарекайся. Может быть, какая-то будет новая программа, и я снова загляну
чтобы потом снова сделать обзор и сказать, что мне понравился звук идти, но мне не понравилось все, что было на экране. Я не знаю, будет ли это или нет, покажет время, друзья мои. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и я обещала сказать, сколько стоит билет. Мой билет, ребята, обошелся в 150 евро в целом, со всеми вот этими там сборы, вот это вот все, знаете. В целом я не пожалела, что сходила, но будьте осторожными, если вы хотите все-таки сходить на такого рода концерт, потому что, ну, это шоу явно не для всех. В разы комфортнее просто слушать его творчество, слушать музыку, и иногда лучше не видеть, что происходит на экране. Спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео, ребята. Дайте знать, интересны ли вам такие болтологические видео такого формата. Обязательно почитаю ваши комментарии. Пишите, были ли вы на каких-то таких больших тяжелых концертах. Очень интересно почитать, какой у вас был опыт, ребята. Всем спасибо, всем чус и до нового видео. Муа!